Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз сделаем для вашего знака зодиака на месяц сентябрь по неделям. Посмотрим, что вас ожидает на 1, 2, 3 и 4 неделе месяца соответственно. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Я надеюсь, большинству из вас, смотрящих сейчас этот расклад, это видео подойдет и окажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, насколько вам этот расклад подошел, насколько он резонирует непосредственно с вашей ситуацией. Также напоминаю о том, что вы можете поделиться этим видео раскладом с кем-нибудь из ваших знакомых козерогов, если считаете, что им этот расклад подходит. Так я, возможно, получу новых зрителей, новых подписчиков, да, если они захотят подписаться на свой YouTube канал, поэтому буду также вам за это признательна. Итак, давайте посмотрим козероги, что ожидает козерогов в сентябре месяца по 3 неделям месяца. Начнем мы с первой колоды, которую мы перетасовали. Итак, козероги, давайте посмотрим. Первая неделя. Вторая. Третья. Четвертая. И давайте возьмем вторую колоду. Первая неделя. Вторая. Третья. И четвертая. Что здесь у нас есть? У нас есть на первой неделе карта девятка мечей с картой страшный суд. В целом здесь речь может идти о том, что вы по страшному суду принимаете какое-то важное решение, которое полностью меняет вашу жизнь, приводит к какому-то важному перевороту в вашей жизни. Но при этом по девятке мечей вы очень много переживаете из-за этого, очень много об этом думаете, может быть, плохо спите ночью, может быть, много работаете, потому что здесь что-то кардинально меняется, нужно много вложить времени, усилий в то, чтобы вот по новому пути, новую какую-то вот новый план или новую стратегию выстраиваете, по ней идете, соответственно, много первые шаги занимают здесь времени, силы, энергии, соответственно, поэтому девятка мечей, много работаете, устаете, может быть, даже допоздна работаете. Возможно, вы здесь вините себя за какие-то события, которые произошли в прошлом, но сейчас почему-то напоминают о себе, и вы здесь можете об этом вспоминать, или вам активно об этом напоминают каким-то образом. Может быть, вас это немножечко беспокоит, или вы этого стыдитесь. Также вы можете сомневаться, правильно ли вы поступаете, принимая то или иное решение, потому что по страшному суду это, в принципе, выбор. Выбор, который меняет все, меняет вашу жизнь как-то. Поэтому вы здесь можете очень сильно об этом много думать, об этом выборе. Успешный ли он для вас, как его сделать успешным, все в таком духе. Возможно, здесь какая-то ситуация, где кто-то к вам возвращается или напоминает о себе. Опять-таки много здесь есть переживаний из-за этого, может быть, сомнений, нужно ли продолжать общение с этим человеком, может быть, чувство вины какое-то, которое вас беспокоит, также может присутствовать. Дальше идет пятерка мечей с королем жезлов. Здесь есть у нас огненная стихия, возможно, общение с огненным знаком, лев, овен или стрелец, а также что-то касающееся работы. Возможно, вы здесь занимаетесь вопросами работы, того, как достичь определенного результата, который потешит ваше честолюбие, вашу гордость. По королю жезлов вы готовы идти к намеченной цели, во что бы то ни стало, потому что вы горите этой идеей. И по пятерке мечей вы не хотите проиграть, потому что вы считаете, что если вы проиграете, будете таким лузером, да, то это прям будет очень негативно воспринято вашим обществом. Поэтому по пятерке мечей любой ценой хотите победить, любой ценой хотите выйти победителем, выигрышем, собственно, да, выигрышным в этой ситуации. То есть не потерпите вы неудачи или какого-то позора, поэтому вы здесь активно берете все в свои руки, начинаете действовать, особенно если мы говорим о работе. То есть любой ценой
победить, прийти к результату. Карта королева мечей, кстати, дальше принцесса мечей, очень много мечей, обратите внимание, у вас здесь наверху, показывает, что в принципе в этом месяце очень много будет ментальной энергии, то есть необходимости размышлять, думать, очень много анализировать ситуацию, много думать, там, не знаю, ночью плохо из-за этого спите. Королева мечей много говорить честно то, что вы думаете окружающим людям, рассказывать им свою точку зрения, доносить. И вместе с картой императрицы, которая тоже по сути говорит о рождении, о плодородии, о нацеленности на какие-то дела, чтобы они развивались, росли, чтобы они приумножались, чтобы что-то вот давало рост. Кстати, внизу вот все здесь в колоде карты, которые есть, это все про успех, целенаправленность, какое-то движение к успеху, рост, развитие. То есть вот все вот эти вот вещи — это то, чем вы занимаетесь в сентябре месяце. Может быть, здесь какие-то вопросы, касающиеся фертильности, там деторождения, зачатия ребенка для вас будут важны. У кого-то общение с матерью, с женщиной или с там, вашей женой, возможно, будет важным, если смотрят мужчины. По королеве мечей, может быть, это земной знак, тельцы или королева мечей воздушная, весы, близнецы, водолеи. Может быть, здесь что-то связанное с таким человеком. Но в любом случае здесь очень много прямолинейных разговоров. А если вы занимаетесь какими-то вопросами здесь работы, где хотите что-то развивать, чтобы что-то росло, менялось, приумножалось, то по королеве мечей вы здесь очень карьеристично настроены, очень амбициозно и готовы здесь благодаря вот такой своей логике, здравому смыслу, здравому рассуждению, такой целенаправленности, стратегии вашей, идти к поставленной цели и, собственно, какое-то дело умело развивать. Карта принцесса или паж, простите, мечей вместе с колесницей. Колесница — это движение вперед, это рывок вперед, рывок какой-то к вашей цели, которую вы хотите. И по пажу мечей вы активно рассматриваете возможности, как это сделать, какие способы у вас для этого есть, какие шансы можно использовать здесь или возможности, чтобы совершить этот рывок вперед к вашей цели, которую вы хотите. То есть вы настроены очень и очень решительно, готовы изучать какую-то информацию здесь для того, чтобы достичь поставленных целей, да, что-то вот развивать, менять, делать. Вот здесь вот активно интересуетесь какими-то вещами, которые позволяют вам, когда вы узнаете эту информацию, ее правильно применять, чтобы на этой колеснице мчаться дальше вперед к своему успеху, к победе, вот этот рывок вперед, соответственно, совершать. Могут быть какие-то поездки, связанные с воздушным знаком, весы, близнецы, водолеи, либо шанс куда-то поехать, возможность куда-то там, не знаю, вырваться на эту неделю в какую-то командировку даже, да, или в отпуск, вот как уехать куда-то, какая-то возможность, которая здесь может быть у вас. Может быть, вы активно интересуетесь чем-то, что касается поездки, то есть рассматриваете какие-то детали этой поездки, или что-то связанное с вашим транспортом по колеснице, либо какие-то вопросы, может быть, масса значений, либо какие-то вопросы, связанные с человеком знака Рак. То есть проявляете интерес, любопытство, пытаетесь выяснить что-то, касающееся, допустим, этой личности этого человека. В любом случае значений может быть много, но я думаю, что основное здесь это вот это размышление, ментальная энергия, ваша попытка отстраниться от чувств, от эмоций, действовать очень логично в том, чтобы что-то росло, развивалось, приумножалось, какой-то ваш бизнес, ваша работа, да, или вот что-то, что требует роста. Вот вы думаете, как сделать, чтобы вот этот рост произошел. Итак, Козероги, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Месяц сентябрь, думаю, вас порадует. По крайней мере, надеюсь, карты в принципе неплохие. Поэтому на этом с вами сегодня прощаюсь. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.